Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Домашние пельмени с индейкой можно налепить впрок и хранить в морозилке, как и любые другие. Но по вкусу они точно будут отличаться от большинства купленных в магазине. Во-первых, фарш приготовлен из бедра индейки, смешанный со сливками. От этого начинка будет сочнее и вкус пельменей выразительнее. Во-вторых, вы всегда сможете добавить к мясу ваши любимые специи. Кроме пельменей, я покажу, как приготовить вкуснейший пряный ароматный соус, с которым можно подавать такое замечательное вкусное блюдо. Заготовить можно впрок, просто заморозьте пельмени, и у вас всегда под рукой будет готовый обед или ужин. Для приготовления теста нам понадобится 3 стакана муки, стакан у меня на 250 мл. 1 стакан воды, 1 яйцо, пол чайной ложки соли и 3 столовые ложки растительного масла. Для начинки я взяла фарш индейки, 1 крупная луковица, чеснок 1-2 зубчика, соль по вкусу, перец и сливки жирностью 20% около 100 мл. Первым делом приготовим тесто. Для этого рецепта я выбрала именно заварное тесто, потому что оно хорошо держит форму и отлично склеивается при формовке изделий. Масло придает ему эластичность. В отдельной посуде смешиваем 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла и пол чайной ложки соли. Хорошенько взбиваю вилкой, чтобы все ингредиенты перемешались между собой и соль растворилась. В миску всыпаем 3 стакана просеянной муки. У меня стакан на 250 мл. В первую очередь выливаем сюда яичную смесь и хорошенько перемешиваем, так как тесто я буду делать на кипятке, чтобы яйцо не свернулось при контакте с горячей водой. Теперь вливаем 1 стакан горячей воды и замешиваем тесто. Замешиваем сначала ложкой, затем продолжаем вымешивать руками. Тесто должно получиться эластичным и упругим. Оберните пленкой и пока отложите в сторону. Теперь займемся фаршем. 1 крупную луковицу чистим и измельчаем блендером. У меня уже готовый фарш из бедра индейки. Добавляем к нему лук, чеснок, солим, перчим по вкусу и тщательно перемешиваем. Небольшими порциями вводим сливки. Вымешиваем, пока фарш не станет однородным. Мясо индейки довольно постное, в нем практически нет жира, поэтому пельмени могут получиться суховатыми. Именно по этой причине я добавляю сливки. Так пельмени получатся намного сочнее и вкуснее. Теперь можно заняться тестом. Оно успело отлежаться, отдохнуть. Припыляю стол немного мукой и еще раз обминаю его. Отрезаю небольшой кусочек, остальное тесто хранить в миске под пленкой, чтобы не заветрилось. Раскатываем тесто в тонкий круг. Вырезаем ровные небольшие круги. Я делаю это с помощью бокала для шампанского. У него небольшой диаметр и тонкие стенки, что ускоряет процесс вырезания кружочков. Лишнее тесто убираю опять в пакетик. Я его чуть позже снова раскатаю и сформирую новые пельмени. На раскатанный кружочек теста выкладываем примерно 1 чайную ложку фарша из индейки. Больше класть не стоит, потому что сложнее будет соединять края лепешки. Края лепешки плотно соединяем. Если боитесь, что при варке пельмени раскроются, предварительно смочите края лепешек водой, а потом прижмите. Свернуть пельмени бочонком, или как вам привычнее, и соединить концы. Следует учесть, что во время лепки тесто пельменей немного заветривается, поэтому его может быть труднее скрепить. Здесь есть несколько вариантов. Не раскатывайте и не делите на кружочки сразу все тесто. Делайте это постепенно небольшими порциями. Сформировали одну партию пельменей, затем раскатали вторую часть теста. Во-вторых, когда вы поделили тесто на кружочки и собираетесь выкладывать начинку, переворачивайте кружочки и выкладывайте фарш с другой стороны. Сторона теста, лежавшая на доске или столе, не будет заветренной. Слепленные пельмени укладываем на плоские подносы, засланные пергаментной бумагой. В таком положении отправляем в морозилку.
Когда пельмени полностью замерзнут, ссыпаем все в один полиэтиленовый пакет. Если вы хотите приготовить пельмени сразу, вскипятите подсоленную воду. Я еще добавляю лавровый лист и немного перца горошка для аромата. Когда вода закипит, делаем воронку ложкой и по одному опускаем в нее пельмени. Варим не более 5 минут, после того, как они всплывут. Кипение должно быть слабым. Готовые пельмени с индейкой выловить из кастрюли и подать со сметаной либо сливочным маслом. Еще я хочу поделиться с вами очень вкусным соусом для пельменей. Рецепт я попробовала впервые, но уверяю, что в следующий раз все пельмени буду подавать только с ним. Все пропорции можно регулировать по своему вкусу. В пиалу добавляем 1 зубчик чеснока, зелень укропа, у меня сушеная, но можно свежую, немного перца, пол чайной ложки горчицы, наливаю примерно 1,5 небольших половника воды, в которой варились пельмени. Если у вас есть мясной бульон, можно добавить его. Кусочек сливочного масла, его можно предварительно растопить. И 2 чайные ложки уксуса, хотя можно и без него. Все хорошенько перемешиваем. Берем по одной пельмешке и щедро макаем ее в соус. Это просто восторг. Пельмени – это целый ритуал, начиная с их приготовления и заканчивая поеданием. Невероятно сближает, если собраться вместе с семьей или друзьями, сделать тесто, начинку и за веселыми разговорами налепить немалую такую доску пельменей. А потом смаковать эти нежные изделия из теста и сочного фарша, заправив сметаной, уксусом или добавив соус. Конечно, купить полуфабрикаты сейчас можно почти в любом магазине, но ничто не заменит вкус настоящих домашних пельменей. Сочные, нежные и очень вкусные. Друзья, если у вас есть свои идеи, что добавить или изъять из этого рецепта, всегда рада новым комментариям. Не подписаны на мой канал? Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.